Физическая основа, ментальная основа, эмоциональная основа и духовная основа. Вот 4 столба долголетия. Как сделать так, чтобы каждый день приносил радость и энергию? Многие из моих постоянных зрителей знают, что мой дедушка был буддийский лама и прожил 95 лет. И 90 из них он прожил очень качественную жизнь. В том смысле, что он всегда чувствовал себя здоровым, энергичным и счастливым. На его примере я расскажу, что делать для того, чтобы себя чувствовать хорошо до глубокой старости и жить полной жизнью. Хочу сразу отметить, что в России мой дедушка жил не в монастыре, а в обществе. И поэтому его пример может быть интересным для моих зрителей, так как жизнь в монастыре и светская жизнь — это совершенно разные вещи. Это я могу судить по себе, так как в детстве я тоже жил в монастырях. Давайте для начала определим, что значит качественная жизнь. Здесь не имеется в виду про уровень жизни. Я читаю ваши комментарии, и в комментариях многие из вас связывают достаток, то есть уровень жизни, и качество жизни прямой причинно-следственной связью. Но это не так. Например, мой дедушка всегда жил очень скромно. Даже когда он был известным врачом, многие люди к нему ходили, он не менял своего образа жизни. Давайте разберем каждую из основ долголетия, которые говорил дедушка. Первый – это физическая основа, которая включает в себя питание, физические нагрузки и забота о своем теле. Про питание. Он всегда говорил, что самое важное в питании не то, что мы едим, а когда мы едим. И нужно придерживаться режима питания. Например, каждый человек должен для себя выбрать удобное время для питания. Завтрак в 8 утра, обед в час, ужин в 6. И питаться по этому времени всегда. Мой дедушка никогда не нарушал режима питания. Он завтракал в 6-7 утра, обедал в 11-12 и ужинал в 3-4. Позже 4 он никогда не ел. Дальше. Физическая активность. Дедушка в молодости, конечно, занимался много физической активностью. Он очень много ходил. Он несколько раз пешком прошел от внутренней Монголии до Тибета. Это примерно 2000 километров. Или из разных китайских городов до Тибета. Это больше 1000 километров. Он вообще много ходил, много двигался. И когда я был в детстве, мы всегда куда-то пешком ходили. Если это до 100 километров, я даже помню, маленьким ребенком, 8-9 лет, мы ходили пешком до ближайшей деревни или до поселка и так далее. Даже будучи пожилым человеком, когда он не мог много ходить, он всегда делал 1000 шагов после любого приема еды. И это считал он минимальным базовым движением, который должен совершать любой человек в любом возрасте, который может ходить. И это движение было ежедневным. Когда он жил в монастыре есть такое понятие кора, обход монастыря большой, да, и этот кора один занимает там 3-5 километров. Он каждый день делал по 2-3 кора. Значит 10 километров, иногда и 15 километров ходил. И это было ежедневно. И это говорит о том, что самое важное – двигаться. Не заниматься спортом, ходить куда-то там в фитнес-клуб или в залы, да, 1-2 раза в неделю, а то и 3. А просто ежедневно заниматься монотонной двигательной активностью. И здесь я хочу обратить внимание мам, пап, бабушек, дедушек о том, чтобы они приучали детей к движению. Вот меня с детства дедушка приучил, и до сих пор не могу остановиться. Все время занимаюсь спортом, бегаю, плаваю и так далее. Далее, забота о своем теле. Здесь имеется в виду поддерживать чистоту и гигиену своего тела. Он всегда говорил, что во время его молодости это было делать сложно, потому что зубные щетки были это что-то очень интересное, непонятное, поэтому он даже в молодости жевал много серы, это смола дерева, или кору дуба, чтобы очистить зубы после еды. Но и мыться тоже зимой нужно было принести лед, растопить, разогреть эту воду, чтобы помыться. Да? А сейчас, конечно, все это очень легко и доступно, поэтому тем более глупо этим пренебрегать. Следующая основа – это ментальная. Она состоит из 3 пунктов. Первый – знание. Век живи, век учись.
как говорится. Как дедушка всегда говорил, чтобы что-то сделать правильно, нужно изучить этот вопрос. Я не говорю о том, что люди должны все учиться, развиваться ментально, это само собой. А здесь имеется в виду, каждый человек, чтобы быть здоровее, должен вести правильный образ жизни. А для того, чтобы это подобрать индивидуально к себе, вы должны изучить себя. К какой конституции вы относитесь, ветру, желчи, слизи, какое питание именно вам подходит, какая физическая активность именно вам подходит. Может, вам не надо бегать, а просто нужно заниматься гимнастикой, зарядкой. Или вам лучше заниматься пилатесом, а не в фитнес-клубе мучить себя. Да? Здесь имеется в виду понимание своих потребностей и изучение тех вещей, которые подойдет именно вам. Например, я делаю ролики, и вы их смотрите. И вы должны изучить то, что я говорю, по отношению к себе, и выбрать те вещи, которые подходят именно вам. Это и есть изучение, получение знаний. Это может быть путем практики, путем проб и ошибок. Второй пункт – открытость к новой информации. Он всегда это подчеркивал, особенно когда он становился старше. И он всегда говорил, мне нужно всегда быть открытым к новому. Я не должен говорить, что в мое время арбуз был вкуснее, сейчас плохой, или трава была зеленее, а сейчас тусклее. Человек вообще, он заложник своих привычек. Чем становимся взрослее, тем сильнее это проявляется. Поэтому дедушка говорил, мы должны всегда быть начеку и помнить о том, что все непостоянно, все изменчиво. В том числе наш организм с возрастом меняется, и потребности нашего организма тоже меняются. Поэтому мы должны быть открытыми к новой информации и готовыми к изменениям. Например, питание что-то менять в зависимости от сезона, в зависимости от возраста. Двигательной активности тоже менять, да? Если мы одни движения делали 40-50 лет, а уже в 60-70 мы не можем, это не значит, что мы должны остановиться и вести малоподвижный образ жизни. Мы должны просто изменить движение, другие движения делать. Да и в целом, допускать, что ты чего-то не знаешь, это свойство умного человека. Это и есть открытость к новым знаниям, к новым информациям. И третий пункт ментальной основы – это гибкость или пластичность ума. Здесь дедушка имел в виду не создавать догмы. То есть, если кто-то сказал, что так хорошо, это не значит хорошо по отношению к вам. Мы должны всегда изучать все вопросы относительно к себе. Для этого, опять же, вы должны изучить себя. Дедушка всегда говорил, что способность к запоминанию, к восприятию новой информации, что является пластичностью ума, это не данность, а это способность, которую нужно всегда тренировать. В любом возрасте. Чем старше вы становитесь, тем больше этому нужно уделять внимание. Поэтому он всегда читал разные книги, всегда интересовался нововведениями, которые возникают сейчас, да, он меня всегда спрашивал про новые гаджеты, он хотел все свои мантры, такие книги, которые читал ежедневно, чтобы я оцифровал и купил ему iPad и все туда как бы загрузил, и чтобы он мог не таскать с собой чемодан книг, а все смотреть в iPad и с собой нести только один iPad. И он всегда вот куда-то мы ходили, какой-нибудь магазин зайдем, ему было интересно все. И он интересовался всем. Даже глубоко старым человеком, когда ему было 91-92 года. Чем больше человек изучает разную информацию, чем больше создает нейронные связи, тем дольше сохраняется его ясность ума. А ясность ума напрямую влияет на здоровье, на физическое здоровье. Третья основа – это эмоциональная. Первый пункт – тренировка ума, то есть медитация. Дедушка всегда говорил, если хочешь начать медитировать, нужно сесть и начать медитировать. Как с любой тренировкой, для того, чтобы получить какой-то результат, нужно усердие, самодисциплину и прийти к пониманию, что это и как это работает. На своем опыте могу сказать, что медитация повышает мою осознанность до такой степени, что я почти физически ощущаю свои мысли. Есть некий разрыв между дурной мыслью и осознаванием этой мысли.
я не на 100% ассоциирую себя с этой мыслью. Я — это я, мысль — это мысль. Я не есть мысль. Так мне удается сохранять дистанцию с любой мыслью, эмоциями. И вот в этом-то и заключается тренировка ума. Если вы хотите попробовать медитацию, то по субботам в 8 утра я или мой коллега проводим бесплатную онлайн-медитацию. И там как раз рассказывается, что такое медитация, что для этого нужно делать, как входить в медитацию и что вы должны чувствовать и все такое. Ссылка на медитацию будет в описании. Следующий пункт эмоциональной основы — это психическое здоровье, то есть стрессоустойчивость. Как дедушка говорил, если ум у тебя тренированный, то у тебя будет хорошее психическое здоровье. Если мы будем ассоциировать себя со своими мыслями, эмоциями и становиться ими, то это, конечно, будет раскачивать нас. Наша нервная система будет раскачиваться из крайности в крайность. Это будет истощать нашу нервную систему, истощать наше психическое здоровье. И здесь я хочу подчеркнуть, что психическое здоровье очень сильно влияет на ясность ума. Мой дедушка прожил до 95 лет с ясным сознанием и здоровой психикой. И он, конечно, всегда тренировал свой ум. Ежедневно. Мой дедушка в течение 60 лет не провел ни одного дня без медитации. И он всегда говорил, что медитация — это ментальная тренировка, которая дает эффект очень медленно. Но этот эффект очень сильно влияет не только на ментальное здоровье, но и на физическое здоровье, так как он рассматривал человека как психофизическую совокупность. То есть все, что происходит в нашем уме, отражается на нашем теле. Все, что происходит с нашим телом, отражается на нашем уме. И следующий пункт эмоциональной основы — это сон. Мой дедушка всегда говорил, что для любого здорового человека, взрослого, нужен 7-часовой сон. Продолжительность и качество сна влияет на различные структуры головного мозга. Это доказано наукой. И дедушка всегда говорил, что продолжительность, 7 часов сна, влияет на нормальное функционирование головного мозга и на психическое здоровье. Его режим был таким. Он 9-10 часов вечера ложился спать, 4-5 утра просыпался. Почему так рано? Потому что он медитировал час-два, и это его практика, духовная практика была, и он не мог эти вещи пропустить, потому что это его обет. Он же был буддийским ламой. И четвертая основа, самая сложная, духовная основа, над которой мне самому нужно работать и работать. Мой дедушка стал буддийским ламой в 10 лет, прожил до 95 лет. И он на протяжении 85 лет развивал свою духовность. И он считал, что эта основа самая важная. И это он объяснял тем, что для того, чтобы накопить благие заслуги, нужна долгая жизнь. А чтобы долго жить, будешь заботиться о своем здоровье. Чтобы развивать духовность не на слепой вере, а на изучении философии, нужно ментальная основа. Будешь развиваться, изучать, получать новые знания. А чтобы противодействовать и искоренить негативные эмоции, нужна эмоциональная основа. Поэтому он говорил, развитие духовной основы является самой главной, а развитие всех остальных основ служит для развития духовной основы. Духовная основа состоит из 3 пунктов. Первый — это позитивное мышление или карма. Как дедушка всегда говорил, что бы ты ни делал, нужно применять всегда радостное усердие. В буддийской философии очень важное значение уделяет причинно-следственной связи. Причинно-следственная связь складывается из воззрения, действия и результата. Вот когда мы ходили туда, где много людей, может на рынок или в метро ездишь, есть люди, которые просят деньги, милостыню. И я всегда им давал какие-то деньги. И дедушка всегда спрашивал, с какими намерениями ты им даешь деньги? А я всегда задумался, с какими. Я просто даю. Хорошо, говорил, но если ты даешь им намерениями, чтобы я даю, чтобы у меня еще больше стало этих денег или приумножилось, тогда это уже негативное воззрение. Потому что если ты делаешь что-то хорошее, дать деньги другому человеку — это хорошее, да? С корыстной целью
то результат будет сомнительным. Второй пункт духовной основы – это добросердечие. Дедушка всегда меня воспитывал и учил, что нужно жить, проявляя любящую доброту. И он именно подчеркивал о том, что эта доброта, она не дается просто так. Это нужно тренировать в себе ежедневно. Конечно, нам легче проявлять доброту к своим близким, любящим людям. Но это он всегда говорил, это предвзятая доброта. Намного легче тебе проявлять доброту к своим детям, например. Да? А вот ты должен проявлять любящую доброту ко всем живым существам. И вот над этим нужно работать. Третий пункт – это вера. Мой дедушка был буддийским ламой. Он всегда говорил, буддизм – это безбожная религия, атеистическая религия. И вера у буддиста проявляется в вере в его пути. То есть, если он встает на духовный путь, и он верит в то, что он получит освобождение, то есть просветление, то его духовный путь будет положительным или завершенным. Но если ты что-то делаешь и в это не веришь, то зачем это делать, спрашивается. Поэтому все, что касается духовного развития, оно должно быть не на словах, а исходить из глубин твоего сердца, твоего естества. И ты должен это проявлять не потому, что так нужно, не потому, что так надо или кто-то сказал, а потому что ты этого хочешь. И в этом и есть вера. Если ты веришь во что-то, ты должен это защищать, беречь и проявлять это во всем, во всех аспектах своей жизни. Но мой дедушка был буддийским ламой, но это касается, я думаю, всех конфессий. Поэтому желаю вам добра и любви. Конечно, я раньше все эти вещи не до конца понимал, но дедушка как-то грамотно заложил в мой ум, в мою голову все эти 4 основы. И сейчас с возрастом я все больше понимаю и принимаю их как основополагающими вещами для того, чтобы для достижения качественной и долгой жизни. Вот если вы будете соблюдать эти 4 основы, то все остальное просто приложится к нему. Правильное питание, физическая активность, полезные продукты, свекла или полезно, да, или сало вредно и так далее. Это все второстепенно, а в фундаменте всего, всей нашей жизни стоят эти 4 основы. Будьте здоровы!